Добрый вечер, мои девочки. Меня зовут Лора. Мой канал Лорочка шьет. Сегодня я поделюсь с вами моими многолетними знаниями, накопленными многими годами. Покажу вам технику кроя, как кроить изделие без выкройки. Сразу на ткани мы можем взять, вот пример, мое любимое платье трикотажное, которое я его ранее сшила. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот. И мне очень хочется в другой расцветке сделать. Оно уже, конечно, сносилось. Мне хочется в другой расцветке это сделать. И я вам покажу, как шить платье без выкройки и сразу кроить на ткани. У меня есть оверлок. Вот. Оверлок. Он 4-ниточный. Стачивается все под оверлок. И за полчаса будет платье готово. Так что, девочки, если вы хотите выглядеть потрясающе, еще сделано своими руками, это так приятно носить вещь, когда ты сделал своими руками, и тебе делают комплименты, и ты чувствуешь себя королевой. Так что, девочки, я вам могу показать многое чего. Показать, как утюжить изделие правильно, как отутюживать рукава, оттягивать, как оттягивать брюки. Влажно-тепловая обработка, она очень такая щепетильная, но очень полезная. И мало кто знает об этих технологиях. Я считаю, что вы так же само, как и я, когда я что-то хочу себе пошить, на что-то нарисовала себе уже в голове, я эту мечту воплощаю. Так же само и вы сможете это все сделать. Приступаем к работе. К револютивному изделию. Так, девочки, снимаем с манекена платьечко. Выворачиваем его наизнанку. И приступаем к работе. Я точно хочу такой же фасончик, как этот. Точно. Растяжимость ткани здесь практически одинаковая, так что я не буду бояться все это делать. Пожалуйста. Ну все. Ткани у меня здесь 1,20 м. 1,20 м, ширина 80, 1,60 м, вдвойне 1,60 м. 1,20 м вам понадобится 1,20 м на такую модель и 1,60 м ширина. Подгиб здесь у меня, сейчас мы вам посмотрим, 11-12 сантиметров. 11-12 сантиметров, значит, я должна от низа оставить такой широкий манжет. Очень красиво, комфортно и ложится очень-очень хорошо. Так, мы вот сделаем перпендикуляр. Вот это вот все выложим. Вот. И приступаем к кройке. Это будет у нас задняя половинка вместе с передней половинкой. Так, дорогие мои, вот она. Мы обводим, находим серединку.
Вот, например, у нас 33, и значит у нас параллельно долевая должна быть 33. Вот так вот. 33. И здесь 33. Вот. Вот так вот. Вот. Вот мы разложили красивенько. Все, что было одинаково. И горловину я немножко сделаю по-другому. Горловина у меня будет, вот отмечаем, и на 0,7 на оверлок больше нет, потому что эта ткань стречевая и больше не нужно на шов. Мы стачиваем вот это вот все, обводим, вот так вот обводим. Я немножко здесь уменьшу чуть-чуть. И вот так вот это все выведем. Далее мне нужно будет горловину немножко увеличить. Так я увеличу на 5 сантиметров. Это будет на 5 сантиметров. 5 сантиметров. Вот так вот будет. Вот оно будет. Вот так вот. Потому что я хочу горловинку сделать, чтобы она была вот. И когда мы будем вот, вводим, это трикотаж, не надо бояться, оно растягивается, растяжимость трикотажа такая же, как и в этом. И очень удобно, и не нужно бояться, что оно будет маленькое. Так, вот теперь, что от нас требуется? От нас требуется еще, теперь мы можем все проверить. Вот у нас длина плеча 12. И здесь должна быть 12. Вот 12. Вот так. Это будет спинка. Это будет спинка, а под низом будет вперед. Вперед будет на 5 сантиметров немножко меньше. И рукавчик. Рукавчик нам нужно сделать рукавчик. Вот. Рукавчик у нас будет вот такой вот. Очень хочется сделать рукавчик. Один и второй. Ну, значит, будет где-то вот так вот. Мы выкладываем. И у нас тут будет 2 рукавчика. Вот. Нам это пока уже не нужно. Пока. Так что засекайте сколько. Теперь мы проверяем. Проверяем соотношение, потому что идет как бы перекос немножко. Вот. Я вот так вот вывожу и немножко делаю чуть-чуть уже, потому что там сильно трапеции. И я немножко уменьшу. И это будет очень-очень комфортно. Так, здесь у нас будет